Мы заселяемся в отель. Нам выдали ключик и карту. Пойдемте, вам покажу нашу комнату. Это будет свет. Вот такая вот комната. На двоих человек, мы уже тут затащили вещи. Даже телевизор есть, кондиционер, кровать, шкаф, такое зеркало. Мы думали, что нам дадут вид на море красивый, но, к сожалению, мы были неправы. Вид на парковку и вот на какие-то тут дебри. Ой, лучше не буду открывать. В общем, вот такой вот вид. Сейчас покажу вам ванную. И вот вход такой у нас в ванную. Здесь туалет, раковина. Ну и сама ванная. Ребята, всем привет! Как вы уже могли понять, мы прилетели в Стамбул с моей подругой. И сегодня я хочу вас взять с собой. Сейчас мы прошли ужаснейшую дорогу от отеля. В том плане, что там очень такая горка резкая. Спускаться-то легко, а вот подниматься не особо. В общем, сегодня беру вас с собой, покажу, расскажу. Так что оставайтесь со мной. Вчера я снимала отрывками для вас, потому что мы только вчера прилетели в 8 утра. И если честно, знаете, как-то вот первое впечатление о Стамбуле хотелось как-то воспринять без камеры. Чуть-чуть поснимала, ставлю вам отрывки, покажу. Ну и что хочется сказать, какие у меня первые впечатления вообще? Если честно, я поражена, потому что, знаете, я жила на острове, на Кипре 7 месяцев, и за эти 7 месяцев я так отвыкла от этой активной жизни, что так много народа везде, что нужно внимательно, там, не знаю, переходить дорогу, знаете, такие банальные вещи. Потому что все-таки на Кипре у нас все довольно проще, как-то, не знаю, меньше народу, гораздо меньше, потому что Стамбул все-таки огромнейший город. Здесь еще плюс сейчас мы приехали в период Рамадана, когда очень много туристов, местных жителей гуляют, отмечают этот праздник. В общем, да. Но я очень рада, что наконец-таки мы долетели до Стамбула, потому что мы давно планировали с подругой сюда прилететь. Сейчас мы с подругой двигаемся на турецкий завтрак. Как, побывав в Стамбуле, не сходить на турецкий завтрак? Вот я даже не представляю. Поэтому мы идем пробовать. Я на Кипре уже один раз пробовала. В принципе, неплохо. Но у нас, правда, большая компания была. Не скажу, что я прям наелась там. А сегодня вот посмотрим, что предлагают здесь. Мы пришли вот в этот ресторан на турецкий завтрак, нам его порекомендовали. Посмотрите просто, какой открывается вид с этого ресторана. Это просто очень красиво. Ребята, нам принесли вот такой вот турецкий завтрак. Очень всего много, но главное зацените вид. Мы пересели за другой столик. Шикарный вид открывается на Босфорский залив. Ребята, это просто великолепно на самом деле. Сидеть на такой прекрасной террасе с таким великолепным видом. И также насытиться, причем мы наелись очень быстро. Мы заказали дополнительно еще сыр, такой плавящийся. Вот такой вот у нас счет вышел на двоих. Это получается завтрак на двоих 880. Потом семит мы дополнительно заказали. Еще вот это вот, это сыр плавящийся.
И сервис. Здесь берут деньги за обслуживание, так что имейте в виду. И что я могу сказать? Просто вот посмотрите, сзади меня Босфор, кораблики, такой шикарный город. Что еще может быть лучше? Вот, кстати, название ресторана. Так что приходите, рекомендую. Также здесь есть вот такие вот закрытые залы. То есть пока поднимаетесь по лестнице, можно и здесь присесть. Но я думаю, что вот эти вот места нужно либо арендовывать, либо, может, доплачивать, не знаю. Но очень красиво. Особенно в зимний период, когда террасы закрыты, прям вообще красота. Здесь на самом деле очень много кафе. То есть пока мы шли до этого ресторана, нас уже созывали в другой, но там подороже было. Такие вот здесь магазинчики просто везде. Здесь очень много магазинов и кафе, прям неимоверное количество. Мы сейчас едем в дворец Долбахче. Я очень надеюсь, что правильно произнесла название этого дворца. Вот. Посмотрим, что там. Там вроде вот эти вот главные ворота есть. Красивые, где много туристов фотографируются. Смотрите, какая статная, красивая новая мечеть. Очень красивая. Мы туда тоже пойдем, но я думаю, завтра. Вот издалека вырисовывается египетский базар. На Гранд-базаре мы уже были. Тут, конечно же, очень много туристов, народу. Также хочу вам показать. Здесь просто на каждом углу делают кукурузу, жарят каштаны и продают семин. Что меня больше всего удивляет, вот смотрите, красный горит, но пешеходы идут, машины при этом стоят в пробке. И такое здесь практически везде. Вот на таком трамвае мы сейчас поедем. Мы немножко перепутались. Мы сели не на тот поезд, не на тот трамвай. Теперь поедем на этом в обратную сторону. Мы наконец-таки сели на свой трамвай. Посмотрите, какой вид. Проезжаем через Босфор. А там Галатская башня, которая на реставрации. Сейчас мы находимся на азиатской части. Мы здесь и вчера были. В общем, на трамвае мы доехали до станции Каботаж. И сейчас идем пешком, по-моему, навигатор показывает 5 минут. При входе здесь вот такая вот очередь. Не знаю, сколько мы простоим, но хотелось бы все-таки посетить изнутри, посмотреть на дворец и парк. В общем, в конечном счете мы решили не стоять очередь. Как мы простояли до поста security, а потом решили не идти в сам дворец внутрь. Но зато мы сейчас идем в секретное место, точнее секретным путем. Очень надеюсь, что попадем к воротам красивым, которые с видом на Босфор. Вот. И там уже насладимся видом. Сейчас мы проходим мимо стен Долбахче, дворца. Территория, как я поняла по карте, большая очень. И там на территории есть музей картин, дворец сам, где жил Сулейман, его комнаты. Сейчас идет цветение здесь, в Стамбуле. Вот такой вот музей. Я как поняла, искусство, турецкого искусства, как его еще можно назвать. То есть здесь картины представлены.
Вот они, великолепные ворота, которые стали популярными в последние года в Стамбуле. Здесь очень тихо в парке. Не скажу, что людно. Ну, вот здесь вот забор. Я так понимаю, что это забор именно в дворец Долбахче. Ну что ж, мы пофотографировались вот у этих ворот. Здесь даже вот такая вот очередь собирается. Красивый голубой Босфор и чайки. Еще нам сегодня очень повезло с погодой, плюс 19. Мы даже одеты не по погоде. Я вот решила утеплиться, потому что с утра было 13 градусов. И я думала, что мы у Босфора будем, ну и будет прохладно. Но на самом деле зря так тепло оделись. Хочется даже переодеться, но, к сожалению, до нашего отеля далеко, потому что мы сейчас находимся на азиатской части. А ехать нам где-то час вот, до отеля. Но все равно я прям очень рада, что солнечно, что классные фотки получаются. Мы снова ходим по горам. Вот такая здесь горка. И вид на Босфор. После дворца мы решили приехать в торговый центр, посмотреть вещички. Здесь есть Zara и многие другие магазины. Бершка, Stradivarius. В общем, покажу вам. Мы зашли в двухэтажную Zara. Первый этаж для мужчин, второй для женщин. Сейчас будем что-нибудь смотреть. Я сейчас хожу по Бершке, один из самых моих любимых магазинов. И хочу вам показать вот такие вот кассы самообслуживания здесь есть. Обалдеть. В общем, у меня, к сожалению, разрядился телефон, поэтому не слишком много сняла в торговом центре. Но там особо и снимать нечего. Как я вам уже сказала ранее, мы походили просто по магазинам, что-то купили себе. Вот. Поэтому сейчас я иду навстречу к подруге. Мы пойдем в цистерну Базилику. Или Базилику. Я не знаю, как правильно, но Базилику буду говорить. И там, говорят, тоже интересно. В общем, покажу вам. Мы стоим в очереди в цистерну Базилику. И здесь продают как раз каштаны жареные с кукурузой. Вот такой вот вход возле Айи Софии. Ну что, мы зашли в цистерну. Вход здесь для взрослых 600 тенге. Можно еще было попросить скидку как студентам, но они сказали, что дают скидки студентам только турецких университетов. Прочитала в интернете интересные поверья, что вот подойдя в цистерны Базилики к этой колонии с завитками, нужно поставить палец, прокрутить возле одного завитка
этим пальцем на 360 градусов, загадать желание, ну а потом ждать исполнения ваших желаний. Она находится по пути уже обратно. На самом деле у этой цистерны базилики есть очень интересная история. Вообще она была рабочей, здесь вмещается около 100 тысяч тонн воды. Была рабочей, использовалась до 16 века, но потом в связи с какими-то событиями, точно вам не скажу, цистерна перешла на реставрацию, и где-то, наверное, в 18 веке ее начали очищать. После всего этого цистерна начала служить уже как музей, как я поняла. Я всю эту информацию вычитала в интернете, просто делюсь с вами. И вот раньше цистерна была полностью погружена, поменяли свет, цистерна была полностью погружена как бы водой, но сейчас, вот как вы видите, сохранилось только 50-40 сантиметров, больше не набирается. Сделана она из очень хорошего материала. Здесь 336 колонн, привезенных из Греции. И каждая колонна чем-то отличается. То есть очень интересно, что у каждой колонны своя есть история. Раньше воду поставляли из белградского какого-то водного хранилища, который расположен в 16 километрах от Стамбула, через Черное море. Сюда поставляли. А зачем поставляли воду? Правильно, для того, чтобы местные жители могли пользоваться этой водой в качестве питьевой воды. То есть она была очищена. Также здесь расположена медуза Горгона, как скульптура медузы Горгоны. И она очень интересно расположена таким образом, под углом. То есть, чтобы люди, вы знаете, наверное, такой как бы миф, что если посмотреть в глаза медузе Горгоне, что-то плохое случится. Вот. И здесь она поэтому специально под наклоном так изображена, чтобы люди не боялись, смотрели, просто любовались. Мы вышли из цистерны и сейчас гуляем просто вокруг Айя Софии. Сейчас вход 25 евро стоит, а раньше было бесплатно до января этого года. И сейчас мы просто вот гуляем, наслаждаемся. Кстати, погода сегодня правда замечательная. Тепло. Мы дошли до внутреннего дворика Голубой мечети. Вход сюда бесплатный, насколько мне известно. Очень много людей. Сейчас как раз время подходит, через 40 минут будет ифтар. И перед Голубой мечетью очень много сидело мусульман, кто ждал ифтар. Люди на полянке приходят, расстилаются и вот ждут время, когда можно открыть рот, начать кушать. Вот так выглядит мечеть изнутри. Конечно, при входе обязательно разуться и женщинам надеть платок сверху. Платки здесь выдают. Нас выгнали из мечети, потому что через 25 минут, ну как выгнали, просто попросили всех туристов выйти, потому что через 25 минут начинается ифтар. И там вот ограждение, там выделена специальная зона, вы увидели, для туристов. А другая зона мужская и женская сбоку. И вот как раз сейчас начнется ифтар. Они уберут это ограждение, больше народу зайдет и будут молиться.
Сегодня, кстати, последний день Рамадана, и завтра уже начнется праздник, то есть мусульмане будут праздновать. Мне даже интересно, на самом деле, посмотреть, как мусульмане празднуют Рамадан. Здесь какие-то съемки проходят. Очень много людей. Дельфины. Паром куда-то выплывает. Мы пришли в такое место. Здесь вот показаны то ли достопримечательности, то ли города. И нарисован якобы Босфор, вот по которому я сейчас иду. И вот такие вот фигурки. Ребята, в общем, не знаю, вот такой вот у нас насыщенный день получился. Сейчас мы уже идем в отель, уже где-то 11 часов. Вот. На сегодня влог закончен. Спасибо большое за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И скоро вас ждет вторая часть поездки со Стамбул. Пока!